В данном видео мы рассмотрим захватывающий мир павианов, уникального рода приматов, обитающих в больших стаях и представляющих значительную силу в саванне. Их сложная социальная структура с жестким управлением иерархией и системой наказаний делает их удивительными существами. Это была весьма внушительная стая бабуинов, обладавших выразительными чертами собачьих морд. Таким образом, Жюль Верн описывает свою встречу с павианом в романе «5 недель на воздушном шаре». Маловероятно, что кто-то осмелится поспорить с этим описанием. Павианы представлены 5 видами. Гамадрил-павиан. Этот вид павиана характеризуется длинными волосами на шее и ярко выраженной гривой. Гвинейский павиан. Обитают в регионе Западной и Центральной Африки. У них короткая морда и длинные волосы на шее. Желтый павиан. По имени можно догадаться, что у этого вида павиана окраска меха имеет желтоватый оттенок. Он обитает в Восточной и Южной Африке. Анубис-павиан. Назван в честь древнеегипетского бога Анубиса. Обитает в Восточной и Южной Африке. И пятый – медвежий павиан. Этот вид является крупнейшим среди павианов. Обитает в Восточной и Южной Африке. Важно отметить, что павианы передвигаются исключительно на 4 ногах, что придает им особую грацию и изящество. Однако их социальная структура и образ жизни представляют гораздо больший интерес. В простой семье павианов, как правило, присутствует один самец и несколько самок с детенышами разного возраста. Эти семьи объединяются в кланы до 100 обезьян, и для эффективного управления требуется строгая социальная структура. Во главе всегда стоит группа альфа-самцов, обладающих непререкаемым авторитетом, способных контролировать все аспекты жизни стаи. Альфа-самцы с мощной силой и авторитетом поддерживают порядок, наказывая нарушителей, используя свои клыки. Это жестокие методы, оставляющие следы на всю жизнь, но они несут важную функцию в укреплении социальной структуры. Несмотря на агрессивность, павианы проявляют единство и солидарность в случае опасности. Альфа-самцы вступают в драку, защищая клан и обеспечивая безопасность остальных членов стаи. Кроме того, в решении конфликтов павианы проявляют удивительную стратегию. В процессе агрессии они вырабатывают гормон, усиливающий половое возбуждение, что иногда позволяет разрешать конфликты более мирным путем. Особенности размножения у бабуинов в отсутствии строгого периода размножения. Самцы могут спариваться с самками в любое время с соблюдением социального порядка. Забота о потомстве начинается задолго до рождения, и самец продолжает поддерживать связь с потомством после рождения. Стоит отметить важность груминга, процесса ухаживания и укрепления связей внутри сообщества павианов. Это не только способ поддерживать социальные связи, но и эффективный механизм для поднятия социального статуса внутри стаи. Павианы, обладая длинными и ловкими пальцами, проявляют виртуозность в ловле блох, одном из проявлений внимания к своим партнерам. Однако их поведение не ограничивается этим, ведь они едят почти все, что могут найти – плоды деревьев, корни растений, ягоды и зеленую траву. Соседи павианов, такие как копытные, предпочитают находиться рядом с обезьянами, полагаясь на их бдительность и способность раньше обнаруживать хищников и предупреждать сигналами. Однако, несмотря на это взаимодействие, павианы проявляют свою хитрость и храбрость в охоте. Они атакуют в группе, стремясь вызвать панику, атакуют детенышей антилопы, которые не в состоянии убежать. Интерес к антилопам начинается в детстве и может перейти от игры к поиску пищи. Павианы проявляют высокую степень изобретательности и хитрости в процессе охоты. Они способны скрыться в кустах, чтобы затем внезапно напасть на фламинго. Хотя их скорость не является высокой, составляя приблизительно 19 км в час, бабуин благодаря неожиданным маневрам может успешно поймать птицу. Продолжая преследование на берегу, и затем подпрыгивает, ловко схватывая свою добычу в воздухе. В данном случае бабуины успешно ловят утят, так как территория закрыта, и для них нет места, чтобы спрятаться. Павианы не испытывают страха перед дикими собаками, которые странствуют стаями, но сдерживаются в присутствии Анубиса, встреченного на дороге. Дикие собаки могут оценить неожиданный сюрприз, оставленный павианами на тропе.
Однако, как только один из приматов приближается к стае, они моментально разбегаются. Павианы проявляют привязанность к собакам и часто похищают их, но не с целью поедания. Они обычно уносят бездомных щенков и заботятся о них, предоставляя питание и даже ухаживая за новыми питомцами. Тем не менее, у павианов есть своя особая цель. Очень часто павианы находят еду на свалках, и собака выполняет роль сторожа, отпугивая других собак, когда те пытаются мешать павианам. Однако щенок никогда не приобретает статуса в стае. Он просто домашнее животное, приносящее пользу, и не более того. Приматы, однако, крадут не только щенков. Например, они не упускают возможности украсть у леопарда, но не пытаются приручить или съесть его. Вот таким образом они устраняют своих врагов на саванне. Ведь если бы они этого не сделали, через несколько лет тот же леопард уже смог бы атаковать павиана. И вот уже взрослый леопард заметил несколько приматов вдали от основной стаи, и он начал охотиться. Однако приматы быстро обнаружили хищника, и им оставалось только бежать. Эта погоня оставила леопарда с добычей, в то время как остальные бабуины понимают, что ему уже поздно идти на защиту. Леопард – это ловкий хищник, от которого трудно спрятаться даже на дереве. Например, здесь он пытается поймать обезьяну в естественной среде обитания. Смотрите, как виртуозно действует леопард, прыгая с дерева на дерево и молниеносно перехватывая обезьяну в прыжке. Необходимо отметить, что леопарды и павианы – злейшие враги, которые постоянно сталкиваются друг с другом, стремясь атаковать. Однако, когда вся стая павианов находится вместе, леопард не решится напасть на них. Таким образом, павианы легко вытесняют дикую кошку из водопоя. Прогнать нежеланного гостя с дерева еще проще, особенно если это взрослый павиан. Что касается людей, то их также не уважают, они просто берут, что им нужно. Этот примат, совершивший прыжок, отбирает сумку у человека и берет свою долю. При этом, если бабуинам что-то не нравится, они могут легко остановить машину и произвести обыск. Так что эти ребята очень высокомерны, и прогнать их из машины представляется крайне сложным. Некоторые, однако, сразу разгадали, как справиться с такими нахальными приматами, взявшись за палку. При использовании этой тактики павианы становятся более послушными. Применение этого приема может быть полезным, если вы собираетесь посетить Африку. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях, какие уникальные черты павианов вас удивили больше всего. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы следить за увлекательными исследованиями животного мира.